Всем привет, я Марина, и с вами Школа Сакрамел. Как правильно опилить ногти, если они абсолютно разные? И какую процедуру в таком случае лучше сделать? Смотрите видео, и мы поехали! Посмотрим на сегодняшние ногти. С одной стороны, обычные ногти, что в них разного? Но если мы начнем приглядываться более детально и к тому же сравнивать длину ногтя, то увидим, что они разные по длине своего ногтевого ложа. Например, указательный и безымянный имеют самое короткое ложе. Давайте с вами посмотрим при помощи измерителя. Оно совсем небольшое. Другой же указательный длиннее. Почему мы смотрим на длину ногтевого ложа? Потому что на него необходимо ориентироваться при выполнении опила. Например, если я сейчас оставлю так, как есть, и покрою ногти гель-лаком, то визуально они будут казаться абсолютно разными. Указательный короткий, средний чересчур длинным, безымянный совершенно другим. Я это называю «кто в лес, кто по дрова». Это бросается в глаза. Это говорит о том, что мастер не разбирается в пропорции ногтей и не знает просто, как, что сделать в таком случае. Если бы у нас был свободный край, то можно было бы опилить ногти одинаковыми, потому что указательные и безымянные должны быть равны по длине, средний, если он более широкий, то длиннее. Но тут мы видим, что все ноготочки достаточно широкие, поэтому тут трудно говорить о каких-то идеальных пропорциях. Поэтому мы сегодня будем выполнять наращивание. И предварительно, конечно же, выполняем маникюр. Кутикула слегка стелющаяся, особенно сильно на безымянном пальце. Кстати, берите вот такой лайфхак на заметку. Для отделения кутикулы можно нанести ремувер. Он слегка увлажнит кожу, ее размягчит и после этого приподнимать апельсиновой палочкой. А мы бафим ногтевую пластину жесткой стороной, для того, чтобы правильно приподнять чешуйки перед наращиванием ногтей. И приступаем с вами к аппаратной обработке. Сразу хочу рассказать про мою сегодняшнюю модель. Она работает медсестрой в медицинском учреждении, поэтому по работе ей нельзя выполнять длинное наращивание, яркие дизайны, поэтому будем выполнять небольшую длину. У моей модели очень сухая кожа, поэтому работаем в технике аппаратного маникюра. Сначала приподнимаю юбочку алмазной насадкой пламя, а затем необходимо ее будет удалить. Для этого использую алмазный цилиндр с синей насечкой, опять же потому что кожа сухая. И мы видим, что она хорошо срезается, шлифуется, и в целом маникюр теперь выглядит более опрятным. Кстати говоря, маникюр можно выполнять до наращивания, как сейчас я делаю, либо уже в конце срезать кутикулу, если вы боитесь при помощи пилки размахрить кутикулу и создать новые мелкие заусенки. Приглашаю тебя 7 сентября в Москве на масштабное живое мероприятие для бьюти-мастеров Nail Блеск от школы Сакрамел. Что будет? Конференция и мастер-классы, живое общение, новые знакомства, возможность хорошо провести время, фуршет и шампанское, розыгрыши и спецпредложения. Забирай свой билет по ссылке в описании. До встречи 7 сентября на Nail Блеск. Для улучшения сцепки наносим тонкопраймер и пластичную базу. Самое главное, чтобы на этом этапе не было никаких затеков, потому что искусственный материал затечет по этому затеку и будет большой наплыв, ну и как следствие большая отслойка. Наращивание будем выполнять в технике верхних форм при помощи геля. Это достаточно быстрая технология для тех мастеров, кто не умеет подставлять нижние формы. Наша задача по ширине пластины подобрать верхнюю форму, чтобы боковые стороны были закрыты. Ставлю я слегка с отступом от кутикулы, потому что выполнила маникюр. Потом мне придется пройтись в зоне кутикулы насадкой, чтобы ее не испортить, буду устанавливать с небольшим зазором. Выкладываем гель в такой слой, как мы обычно моделируем ногти. Прикладываем на натуральную пластину, и модель помогает с присушиванием материала в зоне кутикулы. Он схватывается, и можно уже прорабатывать изнанку, например, дорабатывать тонкой кисточкой. Плюсы геля в том, что изнутри у нас не получается больших ступенек, в зоне кутикулы все тоненькое, да и в целом покрытие у нас достаточно тонкое получается. Вот смотрите, сняли формочки и уже красота.
Мне нравится всегда реакция клиентов, когда они видят этот момент снятия формы, они думали, что формочки так и останутся, ну, если они не знали про технологию наращивания на верхние формы, а потом видят этот результат, что ногти уже готовы, вот так вот сразу. У кого тоже такое было, поставьте пальчик вверх. Сняли липкий слой в зоне кутикулы и теперь опиливаем получившиеся бортики. У меня керамическая насадка, я знаю, часто про нее спрашивают, честно говоря, не помню, где уже приобретала. Можно это делать и алмазной насадкой, и той, которой вы снимаете покрытие. Теперь мы приступаем к опилу. И тут очень важно разобраться правильно, как делать его на тех ногтях, которые разные. Сначала мы с вами опиливаем один эталонный ноготь по длине. То есть спрашиваем у клиента, окей такая длина или нет. И в зависимости от этого будем уже выполнять опил на другой руке. Кстати говоря, не забывайте сравнивать две руки между собой. Делаем мы это следующим образом. Кладем две руки на бок, кутикула к кутикуле и смотрим длину. Я увидела, что на левой указательный короче, поэтому на правой тоже его укорачиваю. Форма у нас скво-овал, поэтому свободный край как будто бы округлый, но при виде сбоку присутствуют уголки. Такая форма универсальна, она подходит большинству рук, потому что повторяет изгиб кутикулы и удлиняет визуально пальцы, не обрубает их, например, как форма квадрат, а именно удлиняет. После этого переходим к опилу следующего ногтя, в моем случае средний. Помню, что средний шире, а значит он должен быть слегка длиннее, приблизительно где-то на 1 мм, нежели чем указательный. А безымянный по длине должен быть равен указательному. Для того, чтобы сравнить длину, я помогаю себе измерителем. Смотрю не с внутренней стороны длину, как многие клиенты, а сверху, от кутикулы до свободного края. И также не забываем про изнаночки. Переворачиваем руку клиента и этой же насадкой выпиливаем толщину. А при виде в торец формируем линию волоса. Но и без дизайна свою модель я оставить не могла, поэтому очень скромненько украшаем слайдеры. Напомню, что она медработник, ей нельзя яркий маникюр, вызывающий. И то вот этот один слайдер, она очень сомневалась, можно ли его будет носить на работе, не сделают ли замечания. Вообще считаю, что руки женщины, не только медработника, должны быть ухоженными, и очень важно за ними ухаживать, выполнять маникюр, даже не сколько наращивание ногтей, а именно гигиеническую обработку. Тогда руки всегда будут выглядеть красивыми, ухоженными, молодыми, прекрасными. Мы наносим масло для кутикулы, втираем его. Кстати говоря, от перчаток и химсредств у модели очень сухая кожа, в том числе на тыльной стороне ладони, поэтому туда тоже наношу масло. И для того, чтобы не было мелких заусенец, которые тут часто появляются, шлифуем кожу при помощи силикон-карбидного шлифовщика по маслу. Такой лайфхак поможет запаять все мелкие заусенцы и продлить срок носки маникюра. Наш результат. Как считаете, все ли мы сделали правильно, что выполнили наращивание, а не просто покрытие гель-лаком? Пишите в комментариях свое мнение. Но я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!